Всем привет! Мы продолжаем серию видеороликов, посвященных обзору масштабных моделей американских сидельных тягачей в масштабе 1 к 64 от производителя NeoScale Models. И в сегодняшнем видео я хочу вам показать довольно эффектный капотный сидельный тягач Diamond T921, который копирует прототип 1955 года. Эффектная модель в виде окраски, у нее темно-зеленая кабина, красная рама и черные крылья и топливные баки. И у Neo довольно обширный ассортимент Diamond T921, например, есть грузовик с двухосным исполнением с кабиной дневного типа, и там модель представлена в двух вариантах исполнения. Первый грузовик идет как отдельная масштабная копия, у грузовика кабина бежевого цвета, если мне не изменяет память, а вторая модель идет в наборе с полуприцепом для перевозки сыпучих грузов, и целый автопоезд окрашен в желтый цвет. Также у Neo есть грузовик в трехосном исполнении с кабиной дневного типа, там модель окрашена в красный цвет плюс черная рама, и рама укорочена по сравнению с этим грузовиком. Есть два грузовика с интегрированным спальным отсеком в кабину. Один грузовик, если не изменяет память, в синем цвете, второй с кабиной слоновой кости. И эти модели тоже есть в моей коллекции, просто давно их не доставал, уже не помню, в каком они варианте исполнения. Но на них я тоже сделаю со временем детальные видеообзоры. И кому интересна данная рубрика, поддержите видеоролик лайком, также напишите ваш комментарий, какой из показанных мною грузовиков в этом видеоролике вам понравится больше всего. И можете написать, какие грузовики есть в ваших коллекциях. Возможно, вы тоже собираете модели от Neo в 64 масштабе, возможно, вы собираете модели в 43 масштабе. И, кстати, у X довольно тоже обширный ассортимент грузовиков в 43 масштабе. Правда, таких моделей, которые представлены у Neo, у X пока что нету. Возможно, в будущем они и появятся. И также для сравнения вам приготовил еще два грузовика от NeoScale Models. Это White Road Boss и Diamond Rail Raider, которые я вам демонстрировал уже в видеороликах, но покажу сегодня еще раз в этом видео, и мы сравним, чем отличается детализация у трех масштабных копий. И давайте не будем медлить, распакуем коробочку, посмотрим на данный грузовик поближе. Здесь коробка стандартного размера для этих грузовых автомобилей. Также довольно симпатичная картонная упаковка голубого цвета, на нижней стороне которой можно ознакомиться с различной информацией, касающейся данного грузовика. Указан прототип Diamond T921, цвет темно-зеленый с черным, хотя странно, почему написали черный, у него красная рама. Лучше было бы написать темно-зеленый с красным. Ну, что написали, то написали. И указан масштаб 1 к 64. Давайте уберем колпак, чтобы он нам не мешал. И посмотрим на грузовик поближе. В целом у грузовика довольно аккуратная покраска и сборка, но спальный отсек установлен не очень аккуратно. Но это дело поправимо, можно его демонтировать, переклеить более аккуратно. Пока что на своей модели я такой переделкой заниматься не буду. Оставлю ее в заводском исполнении. Очень насыщенный темно-зеленый цвет, который подходит этому грузовику. Довольно длинная рама. И мне этот грузовик представляется в виде лесовоза. Не знаю почему, но с полуприцепом для перевозки леса, я думаю, он смотрелся бы очень эффектно и нарядно. Нужно будет посмотреть, есть ли полуприцепы для перевозки леса у компании DCP, и по возможности постараться их приобрести в свою коллекцию. Интерьер здесь выполнен в темно-серых тонах. Виднеется рулевое колесо, рукоятка переключения коробки передач, дверные карты, сиденья. Дверные ручки, поручни и зеркала заднего вида – это отдельные элементы, они окрашены серебристой краской. На крыше присутствует клаксон, также габаритные огни – это отдельные детали, но их можно было делать не просто окрашенными, как на данном варианте, а в виде прозрачного элемента. Тогда деталь смотрелась бы более нарядно и достоверно. Хотя издалека окрашенные детали тоже смотрятся вполне нормально. Очень ажурно изготовлены стеклоочистители, это детали из фототравления. Сквозная облицовка радиатора, за ней виднеется радиатор охлаждения. На этом грузовике светотехнику сделали уже не мутноватой, а более прозрачной, это несомненный плюс. И создается эффект, как будто присутствуют лампочки на осветительной технике. На крыльях поворотники обозначили тоже просто оранжевым лаком. Можно было сделать, как и сверху, например, детали прозрачными. Тогда они смотрелись бы более реалистично. Но что есть, то есть. На капоте замочки сделаны из фототравления. Также присутствует значок.
и надпись Diamond T, которая сливается с дверцей грузовика. На красном варианте эта надпись смотрится более выразительно. Рабочее седло. Покрышки точно такие же, как и у других грузовиков от этого бренда. Здесь идет полная унификация. Хорошие колесные диски со сквозными отверстиями. Передние диски отличаются по дизайну от задних колесных дисков. Присутствует карданный вал. Также вполне хорошо сделана задняя балансирная тележка. Задние фонари здесь в виде прозрачных элементов. Также присутствуют номерные знаки сзади и спереди. И довольно хорошо сделана передняя часть грузовика. Виднеется часть двигателя. Также передняя балка. И рама у грузовика сделана из металла. Кабина и навесные детали сделаны из полимера. Как и у других грузовиков из этого семейства. А в 43-м масштабе на грузовиках NeoScale Models рама была сделана из полимера. И были проблемы с такими грузовиками. Многие модели приходили в поломанном виде, поэтому на более маленьких моделях решили сделать раму из металла. Я думаю, именно из-за этого она металлическая. И давайте покажу вам другой грузовик с кабиной со спальным отсеком, который есть в моей коллекции. Это White Road Boss. Тоже довольно нарядная масштабная модель. Американские грузовики смотрятся очень эффектно из-за того, что у них двухцветная окраска, порой даже трехцветная. И довольно много хрома. Но на этих моделях вместо хрома используется краска с хром-эффектом, с очень мелким зерном. Которая, кстати, смотрится тоже вполне реалистично. У этого грузовика в хроме передний бампер и облицовка радиатора, а вы можете видеть, остальные детали окрашены серебристой краской. А у Diamond T все окрашено серебристой краской, хрома нету. Тоже вот такие комбинированные модели встречаются у NeoScale Models. По размеру эти грузовики примерно одинаковые. Правда, у White Road Boss больше кабина, больше капот и больше спальный отсек. Также присутствуют брызговики на задней балке. А здесь они отсутствуют. Уже другой дизайн колесных дисков. Покрышки можете видеть точно такие же, с точно таким же рисунком. И покажу вам еще один грузовичок. Diamond Rail Raider 1974 года. Тоже темно-зеленый, правда, здесь уже идет металлик. И совершенно другой дизайн грузовика. Компания Diamond обанкротилась со временем. Хотя они выпускали довольно хорошие грузовые автомобили. И я читал в интернете отзывы тех людей, которые использовали эти машины. В принципе, проблем с ними не было. Можно еще раз посмотреть на грузовик Diamond T921. Если сравнивать с отечественным автопромом, то, скорее всего, он похож на EAS. Можете, кстати, в комментариях написать, на какой советский грузовик похож Diamond T. Вот такая симпатичная масштабная модель, которая может стать украшением вашей коллекции, если вы собираете американские сидельные тягачи. Пишите ваши комментарии, что вы думаете о данной масштабной модели. Стоит ли она заявленных денег в 79 евро 95 центов, или эти грузовики должны стоить намного дешевле. Если вам понравился данный видеоролик, не забывайте поддержать его лайком. Вступайте в мои группы в социальных сетях, ВКонтакте и Фейсбуке. Жмите на колокольчик, если вы не сделали этого раньше, чтобы не пропустить уведомления о выходе новых видео на этом канале. И можете заглянуть на мой второй канал, там тоже выкладываются видеоролики на масштабные модели из моей коллекции. А на сегодня это все. До новых встреч. Пока-пока.